улетел, уже не видно. Было только что видно, уже нет. Мы с вами находимся, друзья, на самом первом мосту, о котором я говорил. Он Иоанновский называется, либо мост Петра Первого, или мост на Березовый остров Петроград. Мы сейчас туда идем. В общем, тут я под очень сильным впечатлением от сегодняшнего стрита черно-белого. Возможности сегодня Сигмы совершенно меня удивили и потрясли. Ну, подробнее, что мы сегодня делали и что такое черно-белый стрит, арт в Питере. Давайте посмотрим. Привет, друзья, с вами Фавионович. Сегодня облачная погода. Отправляемся продолжать наш стрит в центр города. Ну, в общем, снимаем с Роденстоком, как обычно. Вперед, друзья! Друзья, мы с вами на спортивной идем снимать черно-белый стрит. Мы с вами здесь были, друзья, это князь Владимирский собор. И сегодня, друзья, не будет необычный стрит. Сегодня мы переведем нашу камеру в режим черно-белой съемки. И это еще не все. Мы будем использовать, вы знаете, что я долгое время использую приоритет диафрагмы практически всегда. Но сегодня не тот случай. Одна из моих любимых выдержек для съемки стрита с времен пленки — это 1/15 или 1/8 секунды. Но 1/8 более интересна, поскольку она имеет частоту веяния нашего шарика магнитного поля, так называемая частота Шумана. То есть это 8 Гц примерно. 7 с чем-то Гц. Так вот, в работах Джакоба Коэна, в работах других знаменитых стрит-исполнителей, я бы сказал, стрит-фотографов, эта выдержка тоже в любимых. Поэтому я буду сегодня снимать приоритетом выдержки. Понятие стрита — это не обязательно фотографии людей, которые находятся на улице. Оно включает в себя много направлений, в том числе модерн, которым я занимаюсь. Если вы смотрели мое видео, вы знаете о чем. Где-то в 30 шагах от меня находится место, где я делал тоже такой модерн. Очень необычное место с голубями. Стена. Сейчас мы его посмотрим с вами вместе. Вот оно, это место, друзья. Смотрите, это обычная детская площадка. Сейчас она уже детская площадка. Но тогда это была просто вот такая голая стена. Голуби тут сидят, но здесь игра света, плюс сочетание сепии, сочетание редких оттенков, в том числе розовой сепии, позволяет сделать что-то интересное. Ищите такие места, друзья. Проходим с вами Зверинскую улицу. Я здесь жил, сколько? 3 года, по-моему, да? 3 года примерно я жил в 90-е годы, в середине как раз 90-х. И вот здесь с левой стороны, видите, сколько цветов. Это знаменитый организм Orange, один из первых крупных магазинов цветов. Вот, кстати, и Orange. Все время просыпались от приезда вот этих огромных фур с Голландии, которые привозили розы. И, кстати, здесь постоянно запах. О, мы с вами дошли до места. Большая Пушкарская, 4. Мне как раз сегодня нужно забрать тортики. Здесь магазин Север Метрополь. Ну, известно, вы знаете, в Питере таких много магазинов. Новичков, которые ездить не умеют, только дудить умеют. Вот смотрите, какие ворота красивые. Поэтому не дудите. Съезженская улица, друзья. Здесь очень много интересных дворов. Сейчас тень, так что время для стрита самое оно. Мне понравилась надпись «Салон для кудрявых». Это про меня, друзья, про кудрявых. Здесь очень много красивых дворов, интересных. И улица находится не параллельно, перпендикулярно. Друзья, я не смог пройти дворы. Здесь очень много дворов. Очень интересных, контрастных. Поэтому, друзья, поснимал уже. Некоторое представление о выдержке у меня появилось. Могу вам сказать, это сложно снимать одной рукой. Одна рука занята сумками, другая вытащить камеру, настроить ее какое-то время, это проходит. Ну, в общем, даже в таких условиях это можно сделать. Ну, пришлось лишний круг сделать, но зато, друзья, пару кадров успел сделать, потому что просто так идти быстро, ну, это не в моем стиле, вы знаете. А сейчас мы пойдем с вами не туда, где я снимал арт с Машковым, про велосипеды, ну, короче, безлюдный арт с этими, как его, с баннерами в черных рамках. В общем, идем на Петропавловку, в центр. Посмотрим, что там у нас сегодня со стритом.
ставит, ремонтирует. Постоянно идет процесс. Личные балконы. Ну, пришлось лишний круг сделать, но зато, друзья, пару кадров успел сделать, потому что просто так идти быстро, ну, это не в моем стиле, вы знаете. А сейчас мы пойдем с вами не туда, где я снимал арт с Машковым. Про велосипеды. Ну, короче, безлюдный арт с этими, как его, с баннерами в черных рамках. В общем, идем на Петропавловку, в центр. Закрыто почему-то. Написано «Империя чувств» под замком. Adidas меняет витрину, похоже, да. Судя по всему, все меняются. 1 июля, кстати, друзья, поменялся логотип в творческой студии. Теперь это не просто шестеренка, а это 3 знака. Шестеренка, внутри вложенный знак треугольный шестигранный. Это экологический, только он красного цвета. И внутри еще белый треугольник. Очень необычно все. В общем, я настолько привык, что Полярик съедает 1 стоп, или как минимум 2 стопа. И сейчас удивился, что для того, чтобы мне сделать 1/8, мне пришлось перевести на чувствительность 100. Этого недостаточно. И выдержка получается все равно короткая. Поэтому для того, чтобы это реализовать, нужно, в общем, закрыться на 16, друзья. То есть мы получили экстремально. Это причем это в тени. А мне в тени придется еще закрываться, коррекцию делать. Друзья, я решил все-таки вам показать сначала ту точку, которая многим нравилась. Сейчас она была закрыта в праздник всякими дурацкими шатрами, но сейчас я вам покажу эту точку. Это вид на Стрелку с Петропавловского острова. Поэтому вполне возможно, что мы обойдем вновь Петропавловку. Я вам покажу, сделаем какой-то стрит. Ну и, собственно говоря, дальше решим уже, что с этим делать. Поэтому я изменил свой маршрут. Друзья, сейчас половина 12-го, били сейчас колокола, видите, за мной шпиль. И сейчас в 12 часов будет пушка, поэтому, друзья, мы с вами постараемся успеть. С помощью часов постараемся не забыть это. Вот ракеты сегодня плавают. Сегодня хороший день, друзья. Так что поснимаем сегодня вдоволь стрита. Ну, в общем, друзья, все оказалось гораздо серьезнее. Здесь я не могу реализовать это, здесь слишком большое движение, поэтому 1/8 отменяется. Поскольку я хотел все-таки сделать интересные кадры, оказалось, что переход вокруг Петропавловки закрыт. Но что меня помогло? Я использую в качестве помощника для стрита вот такой вот, видите, да, уровень. Когда я могу снимать без ремня, видите, камера у меня сейчас без ремня, просто с упором, да, о котором я говорил, L-брекет, который позволяет держать одной рукой. И с нижней точки я могу от живота, от моего живота, грубо говоря, да, от геоидного, снимать вот такой стрит. То есть не привлекая внимания, не обязательно заходить в тень. Я, в принципе, даже на свету это делал. Поэтому я все-таки выбрал теневую точку вот эту. Здесь надо выбрать в первую очередь фон, для того, чтобы делать такой интересный стрит в стиле модерн. Поэтому если вы используете какие-то известные ландшафты, в данном случае у меня, видите, фонарь интересный. Я хочу его использовать в качестве, ну и туристов в качестве основных объектов. Так что, друзья, вперед! Да, друзья, не забывайте про батарейки. У меня сейчас как раз батарейки уже сели. Как раз вот я успел проход этого, хотел сказать, парусника, ракеты. Ну и фонарчик у меня тоже поместился, поэтому все получится. В моей сумке есть отдельные отсеки, которые внутри спрятаны. Они очень удобные для того, чтобы доставать аккумулятор. Но вот камерой могу пока убрать временно. Вот здесь они находятся. Вот такой кармашек секретный, и в нем лежат запасные аккумуляторы. Ну а использованное я уже скидываю в другой карман. У меня здесь второй есть карман. Там же, кстати, есть видоискатель оптический. Я еще хотел приобрести угловой видоискатель. Я такой видел видоискатель, но, к сожалению, пока сейчас не нашел его. Он пропал в продаже. А такой видоискатель на самом деле делали. Если вы, ребята, не знаете, то
Этот видоискатель делала компания Zorki или FET, я не помню. Точно есть, он похожий, копирует как среднеформатные камеры. Это позволяет вам снимать еще видоискатель. То есть вы вместо уровня ставите угловой видоискатель и видите, в принципе, предмет. Можно попробовать сделать такой из форматной камеры. Если подойдет какая-то, подберется камера недорогая, то я обязательно это использую. Ну а пока я здесь замру и попробую еще сделать ракурс. Классно, девушки рисуют. Сидят с преподавателем, ну и множество там рисунков делают всяких. Интересно. О, остались еще корыты всякие железные после выставки. Ну посмотрим, что тут такое. Может, здесь какой-то городской стрит сделаем. Встретил, кстати, известного фотографа. Ну, он меня не знает, скорее всего, но я-то лицо его узнал, поэтому здесь работают ребята. Так что все хорошо. Стена, кстати, интересная. Можно вдоль стены какой-то ракурс сделать. Интересно, сейчас посмотрим с вами, друзья. Вот такая стена. И вот здесь есть фонарь. Все идут в Петропавловску, друзья. Мы с вами туда пойдем попозже немножко, потому что я знаю там ракурсы, где какие можно. А посмотрим сейчас с вами фигуры. Они блестящие, поэтому это хорошая проверка для нашего Rodenstock, друзья. Фантастический фильтр, который я нашел. Я думаю, что вам понравится. Ну, я постараюсь вам закрыть микрофон. Вы увидите. Называется это выставка «Живее России». В чем заключается арт, друзья? Ну вот, смотрите, ракурсы, которые я нашел. Здесь можно этот колокол снять, облака сзади очень лучевые, красивые, поэтому будем попробовать наводиться вручную. Никаких автоматов, ну и посмотрим, что из этого выйдет. В общем, что получается, друзья? Не хватает мне яркости дисплея, я не вижу ничего, даже сняв очки. И в этом случае у меня есть с собой оптический видоискатель, друзья. Я смогу это сделать, поскольку я глазом вижу вот этот диод, который у меня здесь находится, он будет мигать. Поэтому это поможет мне сделать, навести на резкость именно правильно, потому что я ничего не вижу абсолютно в дисплее, очень яркое солнце. Мы пытаемся сейчас найти интересные ракурсы, я думаю, что мы их найдем. И кубизм, и все что угодно, и шары здесь вот со всех сторон, видите? Чего тут только нет. Чего тут только не настроили. С Фувёнычем, я думаю, будет весело. Сейчас поснимаем, здесь интересно. Ну что, друзья, мне удалось найти точку, где смогу сделать какой-то интересный стрит. И вот эта точка, она находится вот, я не знаю, как эту фигуру назвать. В общем, атомный какой-то проект Бора, я думаю, Нильсона Бора, в который мы не верим, да, ну вот, сейчас посмотрим. И здесь вот с этой точки, если посмотреть, здесь видно шар вдалеке и еще овал какой-то. Мы сейчас посмотрим, что это за фигуры такие. Сделано из такого покрашенного то ли пластик, то ли металл. Ну, пластик, да, понятно, что пластик, скорее всего. Написано руками. Ничего не трогается. А вот и бусина. Слышали, да? Бусина. Мы стоим около скульптуры, которая сделана для Питера. Это бусина, так называемая. Пушку вы, наверное, слышали, да? Не знаю, насчет морожки я сомневаюсь, потому что я тут поговорил тоже с людьми, и они тоже сказали, что на морожку это слабо похоже. Это какое-то ядерное ведро там или еще не знаю как. О, там еще, видите, овалы какие-то. Мы сейчас пойдем с вами посмотрим, что это. Друзья, у фигур здесь стоят такие QR-коды. Архангельская область здесь изображает алмаз, и внутри находится тюлень. Но наводишь, когда ничего не показывает, то есть ошибка, в общем, не работает. Это алмаз. Ну, в алмазе причем какой-то непонятное, не знаю, что это такое. Ну, похоже на тюленя рождающийся. Огранка, кстати. Огранка, сколько граней вы скажете? 57 граней или сколько?
Смотрите, здесь кофе, пирожки и сувениры рядом с музеем денег. Да, в тенечке хорошо, друзья, совсем не то, что когда ходишь по жаркому месту, совсем по-другому. Так, друзья, финишная батарейка, больше нету. Так что вот, сегодня у меня такой достаточно эффективный, потому что я тут комбинировал разные вещи. Но сейчас мы выходим с вами в ворота, которые выйдут прямо напротив Невы. Посмотрите, что можно, какой сделать солнечный арт в этой части. Друзья, мы с вами прошли этот маршрут. Для тех, кто в Питере первый раз, можете закончить его на воде. Прямо от Петропавловки отходятся здесь всякие катера, можно прогуляться, ну, по рекам, каналам, как говорится. Для тех остальных, посмотрите мой канал, смотрите выпуск про стрит-арт. Друзья, у нас сегодня стоп-помощник, везде помогает. Не испачкать. Ну, судя по тому, что я говорил с друзьями, с людьми, которые уже зашли, вода действительно теплая сегодня. Можно купаться. Мы с вами, друзья, сейчас это проверим. Почему? Потому что, ну, вот многие ходят со мной вот такие ботинки. Так, очень классно. Жене тоже нравится. Столько километров они в них прошли. И в том числе сегодняшний арт, который нам помогает сегодня себя чувствовать. Ну и у нас сегодня с нами, как всегда, F-Stop, мой группен, в котором наша замечательная Сигма сегодня повела себя отлично. И мы сегодня совершили с вами налет. Налет, нет, не налет. Бленда, как всегда, со мной. Ну и Роденсток, о котором я говорил, друзья, совершенно фантастический фильтр. Волны образовались от пароходиков, которые идут. Что, проверим воду в Неве, насколько она теплая, холодная. Сейчас проверим. Ну а для того, чтобы не поскользнуться, надо, конечно, все это в обуви делать, потому что без обуви достаточно опасно. О, слушайте, вода-то нормальная, кстати, можно купаться вполне. Ну, градусов, наверное, 20 с чем-то точно, я думаю. Ну, может быть, 21, примерно так. Но не больше, наверное. Но купаться можно, я в такой воде купаюсь. Нормально. Так что вот, Невские берега. Так, друзья, мы с вами покидаем Петропавловский пляж. Попьем водички, как всегда. И отправимся дальше, ближе к метро Горьковской. Мы прошли вдоль двух бастионов, сейчас пойдем третий. Башни. Железки. Башни. Вон, видите, цветочки. Чем не арт, да? Давайте сделаем, друзья. Я смотрю, там птенцы вот молодые. Кто такие? Молодые птенцы вот стоят. Сидят. Да. Ну, что такое? Конечно. По клюву похож на этого, на альбатроса. Но они огромные вырастают, здесь они тоже бывают. У меня супруга боится, когда они садятся на балкон, такие по метру. Они огромные просто. Она переделана, но вот эта амбразура, она всегда здесь была, насколько я помню, хотя вот эти части, вот они покрашены из-за реставрированы заново. Здесь тоже можно, кстати, арт делать в этой стене. Я сегодня, вы поняли, я сегодня все стены использую в качестве фона. Но вы знаете, что основное это фон.
Кроме того, что должна быть камера, аккумуляторы, карта памяти, бленда и фильтр, ну, должен быть фон. Поэтому первое, что вы начинаете, когда снимаете стрит, если у вас, конечно, это такой не экстремальный какой-то стрит, то это фон, конечно. Ну, сегодня у нас Петропавловская крепость. С вами дошли до Александровского парка. Ближе всего это или спортивная, как я говорил, или Горьковская. Тут народ в очереди стоит, ест. У меня почти практически все аккумуляторы уже сели, осталось там пару кадров сделать. Сейчас посмотрим. Большие лиственницы огромные. Сразу здесь. Здесь молитву читает, и следом мечеть большая. Да-да-да, сейчас уйду сейчас. Да ей не нравится, что под ней стою. Стрит Вороний. Вороний стрит. Что? Будем мешать? Нет, едем. Ну ладно, пойдем дальше.